В начале февраля Трамп объявил настоящую торговую войну своим главным партнерам, включая Канаду, Мексику и даже Китай, против которых были введены специально повышенные тарифы на импорт, что вызвало негативную реакцию на рынках акций и, конечно же, криптовалюты, ведь тогда биткоин пробил 100 тысяч и упал почти на 30%. И не успели рынки отойти от таких потрясений, как буквально через несколько дней, а именно 2 апреля, Трамп нанесет новый удар. 2 апреля Трамп громко назвал Днем освобождения, поскольку именно в этот день США ведут взаимные пошлины против 25 стран мира. Дополнительно начнут действовать новые 25% тарифы на автомобили, произведенные не в США, а также, как сказал Трамп, 2 числа Америка наконец-то начнет получать деньги, что позволит ей снова стать великой. Вот только за это величие придется платить. Да, друзья, несмотря на то, что тарифы стимулируют собственное производство, на старте они оказывают максимально негативное влияние, в чем мы убедились лично в начале февраля. Ведь цены на импорт растут, что вызывает скачок инфляции, из-за которой ФРС приходится оставлять процентные ставки на высоких уровнях, что ограничивает инвестиции в рискованные активы. Фондовый рынок и крипта уже начинают готовиться к этому новому удару, в то время как экономисты предупреждают, что эти тарифы могут запустить цепную реакцию от замедления мировой торговли до новых проблем с инфляцией. И если вы думаете, что эта торговая война Трампа уже закончилась, скажу сразу, она только начинается. И чем сильнее мы приближаемся ко 2 апреля, тем вероятность нового локального минимума для биткоина очень сильно растет. Но насколько все критично? Или может быть это очередной фут? Чтобы выбить слабые руки с крипторынка, поскольку киты и фонды продолжают покупать, вы узнаете в этом ролике. Потому что сегодня мы разберем, что нас ждет 2 апреля, как это важное событие отразится на акциях и крипторынке, какие активы окажутся под сильнейшим давлением и самое главное, что стоит делать инвесторам прямо сейчас. Я постараюсь максимально простым языком объяснить происходящую ситуацию в экономике США, от которой зависит крипта, и отвечу, что ждет биткоин в краткосрочной перспективе. Новый локальный минимум или же все эти негативные новости обойдут его стороной. Ну и по традиции мы уже начинаем подготавливать для вас большой биткоин-прогноз на апрель. И, кстати, наш прогноз на март был максимально точным. Можете перейти на это видео и проверить мой прогноз, где я сказал, что биткоин будет торговаться в диапазоне 90-70 тысяч, а месяц будет закрыт в минус или около нуля, что в принципе сейчас мы наблюдаем. Поэтому, чтобы новый подробный прогноз на апрель вышел как можно раньше, поставьте 2000 лайков. Ваша поддержка — это лучший способ ускорять публикацию новых роликов. Поэтому заранее всем спасибо и приятного просмотра. А с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, сегодня мы будем разбирать 2 апреля, ведь сейчас вокруг этой даты наблюдается много спекуляций, поскольку инвесторы понимают, что тарифы Трампа — это не шутки, и к ним нужно готовиться. Таким образом, новый месяц на рынке уже может начаться с резкой волатильности, но в апреле нас ждут и многие другие важные события, которые мы, как всегда, соберем для вас в максимально удобный криптокалендарный месяц и выложим его в нашем Telegram, где вся важная информация публикуется заранее. И, например, об этом локальном падении мы предупреждали еще 25 числа во вторник, а также ровно за день 27 числа, когда фондовый рынок начал проседать. Поэтому подпишитесь, чтобы в будущем заранее быть готовым к таким движениям на рынке. Но почему же под конец месяца биткоин начал падать и по классике тянуть за собой альты? Ведь неделя началась хорошо, и биткоину не хватило буквально 1,5%, чтобы вернуть 90 тысяч. На самом деле, если вы следили за последними новостями, то все очень просто. Но давайте обо всем по порядку. Торговая война возвращается, и 2 апреля может стать переломным моментом. Многие считали, что введение новых тарифов Трампа положит конец неопределенности, но на самом деле все идет в обратную сторону. Рынки уже почувствовали давление, ведь только за последнюю неделю акции тех гигантов потеряли более 400 миллиардов долларов, а биткоин пробил уровень 85 тысяч. Что же произошло? На прошлой неделе рынки надеялись, что тарифная неопределенность ослабевает, особенно после сообщений о возможных понижениях. Но все изменилось после того, как Bloomberg сообщил, что Трамп планирует ввести автомобильные пошлины уже 2 апреля. Как вы видите, реакция рынков была соответствующей. При этом инвесторы массово начали выходить из американских акций. Только за прошлую неделю они вывели 6 миллиардов долларов, а это третье по величине падение в истории, сравнимое с мартом 2020 года. Хедж-фонды продают акции рекордными темпами, а если учитывать корреляцию биткоина с акциями, то мы наглядно видим, что он просто копировал движение фондового рынка. Ситуация усложняется еще тем, что инфляция набирает обороты. На прошлой неделе ФРС оставила ставку без изменений, и Пауэлл сказал, что они внимательно будут следить за новыми отчетами. Так вот, буквально в пятницу выложили ценовой индекс, который учитывает уровень инфляции. И, кстати, его ФРС оценивает еще сильнее, чем ИПЦ. Так
вот, данные превысили ожидания, причем показатель вернулся к диапазонам конца прошлого года. Конечно, отчет по ценовому индексу превысил ожидания всего на 0,1%, но проблема в том, что это данные за февраль, когда тарифы Трампа еще даже не работали на все 100%. А вот как сообщают экономисты, мартовские данные по инфляции могут быть еще хуже, из-за чего биткоин, а также акции упали еще ниже. Но главным негативным фактором выступают именно тарифы. Сам Трамп не скрывает, что он готов к краткосрочным потерям ради долгосрочной выгоды, а это значит, что давление на рынке будет только усиливаться. Рынки явно не готовы к такому сценарию, и многие до сих пор недооценивают риски, но неопределенность с тарифами сохраняется, и это приводит к оттоку капитала с американского фондового рынка. Крупнейшие технологические компании теряют свои позиции, что максимально негативно влияет на биткоин. Судя по динамике на низких таймфреймах, ситуация выглядит не очень радужно. Популярный аналитик Альфа Биткоин отмечает, что биткоин теряет ключевые уровни, и восстановление в ближайшее время маловероятно. Он обратил внимание, что биткоин уже ушел ниже 86 тысяч, а дальше все будет зависеть от того, удержится ли его цена выше отметки 84 тысячи. Именно с этого уровня начался март. Если биткоин его пробьет и не сможет вернуться выше, месячное закрытие может оказаться в красной зоне, что усилит давление на цену. Некоторые аналитики рекомендуют не паниковать и смотреть на более долгосрочную картину, ведь за весь март биткоин вырос всего на 1,6%. Дэн Крипто считает, что текущий откат связан с самой резкой распродажей акций за последнее время, но ситуация еще может измениться. По его мнению, ключевая зона для биткоина сейчас это 90 тысяч. Если биткоин вернется выше этого уровня, то можно считать, что текущее падение было просто встряской перед новым ростом. Но пока ситуация остается напряженной, и аналитик Дэн Крипто написал, цена по-прежнему будет сильно зависеть от заголовков, а с приближением 2 апреля, день пошлин, волатильность гарантирована. Не удивлюсь, если она некоторое время будет удерживаться в диапазоне 80 тысяч, пока это не уляжется. И в принципе локальное падение ожидают многие эксперты, как например основатель фирмы MN Capital. В своем блоге он сообщил, тренд по-прежнему восходящий для биткоина, но он начинает выглядеть немного менее хорошо. Падение ниже 84 тысяч, и я думаю, что мы увидим тест на уровне 80-78 тысяч, и возможно ниже, прежде чем мы снова вырастем. Аналитики нашей подписки Coin22 Pro также продолжают 24/7 следить за рынком для поиска лучших торговых идей. И кстати, на этой неделе мы фиксировали профит на движении тон, ведь сначала мы заработали на его скачке до локального максимума в $4, а на развороте закрыли шорты около ключевой поддержки. Также на протяжении этой активной недели мы закрыли множество других плюсовых сделок на различные монеты, а поскольку 2 апреля ожидается высокая волатильность рынка, аналитики Pro уже начинают подготавливать новые сделки с особым упором на биткоин, так как именно он будет задавать общий тренд. И прямо сейчас у каждого из вас есть возможность присоединиться к Pro, чтобы пройти пошаговое обучение абсолютно с нуля, разобрать лучшие торговые стратегии и научиться анализировать рынок самостоятельно, чтобы находить оптимальные точки входа. А также все участники получают поддержку, сопровождение и помощь в сборке прибыльного долгосрочного портфеля. Поэтому, чтобы подготовиться ко 2 апреля и заработать на движении рынка вместе с нами, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Конечно, у многих инвесторов по-прежнему остается вопрос касательно влияния этих тарифов, ведь большинство думает, что проблема только в инфляции. На самом деле нет. Пошлины Трампа запускают огромный каскад реакций в экономике США. На днях США зафиксировали рекордный торговый дефицит – $301 миллиард всего за 2 месяца. И это безумие. Компании буквально впадают в панику и массово скупают товары в попытке опередить новые тарифы. Для сравнения, во время первой торговой войны Трампа самый большой месячный дефицит был около 120 миллиардов. А сейчас мы видим почти вдвое больше всего за 2 месяца. В феврале торговый дефицит составил 147,9 миллиардов, что на 12,4 миллиардов долларов выше прогнозов, а январь был еще хуже – 153,3 миллиарда. Основная причина – резкий рост импорта нефти, газа, золота и стали. Американские производители, похоже, всерьез готовятся к затяжной торговой войне, а новые автомобильные пошлины только подливают масло в огонь. Самое страшное, что эти цифры еще не включают пошлины на 140 миллиардов долларов от импорта автомобилей. И сейчас 46% всех авто в США импортные, и почти 3 миллиона машин завозятся только из Мексики. А если новые тарифы останутся надолго, автокомпании окажутся на грани банкротства. И теперь за новую Ferrari в Америке придется переплатить 10%. И посмотрите, что происходит с золотом. Американцы массово скупают золото, а его запасы выросли на 100% с начала года. Сегодня его цена уже больше 3000 за 1 унцию. И похоже, что это еще не предел. Инвесторы и потребители впадают в крайнюю неуверенность, что делает рынки очень эмоциональными. И сейчас 44% американцев ожидают падения фондового
фондового рынка. И это всего на 11% ниже уровня кризиса 2008 года. Но самое удивительное, мы только что увидели самое большое двухмесячное падение ожиданий по фондовому рынку в истории. Даже кризисы 2020 года и первая торговая война Трампа не вызывали такого резкого обвала. Это значит, что рынки будут крайне нестабильными в ближайшее время, ведь эмоции в условиях паники и страха, которые наблюдаются сейчас, являются самыми сильными драйверами цен. А также, поскольку неопределенность растет, инвестиции в рискованные активы, как всегда, сократятся, за счет чего акции и криптовалюта останутся под локальным давлением. Но неужели США плавно входит в состояние стагфляции, когда экономика замедляется, а цены продолжают расти? Сейчас инфляционные ожидания в США бьют рекорды. Долгосрочные инфляционные ожидания в США выросли до 4,1%. Это самый высокий уровень с 1993 года. А все из-за того, что компании бросились опережать новые тарифы, что привело к торговому дефициту в 300 миллиардов долларов, как я сказал ранее. И дело не только в долгосрочной инфляции. Годовые инфляционные ожидания с начала торговой войны Трампа подскочили с 2,6 до 5%. Рост почти в 2 раза за 3 месяца. Параллельно базовая инфляция в феврале составила 2,8% и превысила прогнозы, а январские данные пересмотрены в сторону повышения. Это значит, что инфляция только разгоняется, несмотря на замедление экономики. Рынки верили, что день взаимных тарифов 2 апреля снимет неопределенность, но все вышло наоборот. Именно поэтому S&P 500 активно упал всего за 3 дня, и теперь взаимные тарифы угрожают еще больше. Но вот что по-настоящему тревожно. Прогнозы ВВП США резко обвалились. Ожидания от ФРС рухнули с плюс 3,9% до жалких плюс 0,2%. А если исключить золотую корректировку, то картина еще хуже. Импорт золота в США достиг 30 миллиардов долларов в январе. Это в 2 раза больше, чем во время пандемии 2020 года. Золото торгуется так, будто мы уже в экономическом кризисе. Потребительские настроения также на дне. И мы видим самый резкий обвал с марта 2020 года. 44% американцев теперь ожидают падения фондового рынка. А ожидания роста цен на акции упали на 9,3%. Это самое большое падение за последние годы. Но самое интересное, упоминание стагфляции в СМИ взлетело до рекордных 1500 раз за несколько недель. Это исторический максимум с мая прошлого года. Напоминаю, стагфляция – это сочетание высокой инфляции, низкого роста экономики и увеличения безработицы. И в принципе сейчас все говорит о том, что мы уже в ней находимся. И еще раз внимательно посмотрите на золото. Оно выросло на 50% за год, добавив 7 триллионов долларов рыночной капитализации. Такого никогда не было в здоровой экономике, ведь в основном все инвестиции идут в фондовый рынок. И это главный сигнал тревоги. И наконец мы видим рекордный разрыв в инфляционных ожиданиях между партиями. Демократы ожидают 4,6%, а республиканцы всего 1,3%. Настроения на рынке еще никогда не были такими разными. Да, друзья, сейчас в экономике США мы наблюдаем явные проблемы. И я скажу больше, они должны были произойти, поскольку Трамп решил немного изменить ход игры, введя новые тарифы и новые условия для своих торговых партнеров. Ведь, как мы помним, главная задача Трампа – сделать Америку снова великой. А вот какой ценой – это уже следующий вопрос. Тем не менее, даже если взять прошлый срок Трампа, когда он действовал точно так же, рынки также получили очень сильный удар из-за его пошлин. Но стоило ФРС запустить печатный станок в условиях угрозы рецессии, как рынки полетели вверх. И, кстати, об этом я подробно рассказывал вот в этом видео. Для общего понимания советую посмотреть. Я веду к тому, что даже в самых жестких условиях экономика способна работать, так как она постоянно адаптируется к новым реалиям. Если взять в учет недавние комментарии Пауэлла, то он по-прежнему сохраняет оптимизм касательно 2 снижений ставок в этом году. А это уже будет очень хорошим катализатором. Но правда, перед этим нам нужно получить множество экономических отчетов, чтобы сделать полноценные выводы. Так что будем их ждать. А вот что касается биткоина, то ситуация также интересная. Согласно свежему отчету Glassnode, сейчас биткоин торгуется в новом коридоре от 78 до 88 тысяч. Прибыль и убытки, фиксируемые на блокчейне, становятся все меньше, что говорит о снижении спроса. Интересный момент. Краткосрочные холдеры биткоина сейчас испытывают серьезные проблемы. Многие из них купили биткоин дороже, чем он стоит сейчас, из-за чего их активы под угрозой. Но вот долгосрочные инвесторы снова начали накапливать монеты. Аналитики Glassnode прогнозируют, что в ближайшие недели и месяцы их запасы будут только расти, и это может стать важным сигналом. И в целом с 11 марта киты купили 129 тысяч биткоинов, что стало самым высоким темпом накопления с августа прошлого года. И это сигнализирует о растущей уверенности со стороны крупных игроков. Также о спросе со стороны больших холдеров говорит беспрерывный 10-дневный приток капитала в ETF. Да, к сожалению, фонды покупали не на сотни миллионов долларов, как раньше, но и не продавали, как это было в феврале, что уже очень хорошо. Тем не менее, если оценивать краткосрочную перспективу, то мы можем увидеть продолжение падения. Причем некоторые индикаторы указывают на возможное падение ниже уровня 80 тысяч. Индикатор DMI – это индекс направленного движения, показывая, что сейчас медведи контролируют рынок. ADX находится на уровне 21,5, что указывает на ослабление тренда. Но главная проблема в другом. Быки теряют позиции, а продавцы все больше доминируют. За последние дни биткоин потерял импульс, и рынок сменил направление с
восходящего на нисходящий. Показатель плюс DI, который отражает силу покупателей, упал с 26 до 14,5, а вот отрицательный DI, который сигнализирует о давлении продавцов, вырос с 13 до уровня 33,4. Это значит, что медведи сейчас явно задают тренд, и если в ближайшее время быки не смогут перехватить контроль, то давление продавцов усилится, что, конечно же, усилит риски падения биткоина. Также очень плохо, что биткоин пробил вот эту локальную поддержку и продолжает оставаться под нисходящей линией тренда, которая сформировалась в конце января. Поэтому в ближайшее время его нисходящее движение может продолжиться, причем на протяжении целого месяца. Но правда, как я сказал в начале, большой прогноз на апрель вас будет ждать в новом видео. А сейчас нам стоит готовиться к резкой волатильности перед и после 2 апреля, ведь все будет зависеть от комментариев Трампа. Конечно же, все важные заявления мы оперативно будем выкладывать в нашем Telegram, где мы всегда остаемся на связи и делимся полезной информацией. Так что обязательно подпишитесь, поставьте видео лайк, нажмите колокольчик, чтобы первым смотреть новые ролики. Вам рекомендую не паниковать, а использовать любой страх на рынке в свою пользу и откупать перспективные монеты на падении, как это делают киты, ведь общий тренд рынка еще не перешел в медвежью фазу. Так что всем желаю удачи, до скорых встреч!